Скрытое меню – это отличный встроенный инструмент, который позволяет увидеть реальную температуру двигателя, точный остаток топлива в литрах, вольтаж аккумулятора и многое другое. Вот подробная инструкция, как в него войти, разблокировать и что означает каждый тест. Процедура делается с помощью двух кнопок на приборной панели: левой – сброс суточного пробега и правой – check-control, переключение сообщений. Для разблокировки скрытого меню нам понадобится 5 последних цифр VIN номера. В моем случае при сложении 5 последних цифр VIN номера кузова у меня вышла цифра 17. Запоминаем это число. Далее нам необходимо войти в меню, вставляем ключ в замок зажигания и поворачиваем в положение 1, чтобы загорелась приборная панель. Нажимаем и удерживаем правую кнопку на приборной панели около 10 секунд, пока на экране не появится надпись «Тест номер 1». Разблокировка, снятие блокировки с тестов 3, 21. По умолчанию доступны только тесты 1 и 2, остальные заблокированы. Когда на экране горит тест номер 1, нажимайте правую кнопку, чтобы дойти до тест номер 19. На экране появится Lock On. Начните нажимать левую кнопку, пока цифра не сравнится с суммой цифр вашего VIN номера. Как только нужная цифра появилась, нажмите правую кнопку. Если все сделано верно, меню разблокируется и вас перекинет обратно на первый тест. Теперь, нажимая правую кнопку, вы можете выбирать любой тест с 1 по 21, а нажатием левой кнопки заходите внутрь теста. Полное описание всех тестов с 1 по 21. Первый тест – информация об автомобиле. Внутренние подтесты переключаются левой кнопкой. Первый – последние 5 знаков VIN номера. Второй – внутренний номер кузова. Третий – номер детали приборной панели. Четвертый – индекс кодирования, диагностика, версия CAN BUS. Пятый – дата производства автомобиля, неделя, год. Шестое – версия железа или софта. Седьмое – статус форсунок, количество цилиндров, фактор двигателя. Второй тест – тест приборной панели. Самый зрелищный тест. При его запуске все стрелки спидометра, тахометра, расходомера, температуры двигателя и уровня топлива плавно доходят до максимума и возвращаются обратно, а также загораются абсолютно все лампочки и пиксели на экране. Помогает проверить битые пиксели и исправность моторчиков стрелок. Третий тест – данные о сервисном обслуживании. Количество сожженного топлива с момента последнего сброса ТО в литрах. Количество дней с момента последнего сброса ТО. Четвертый тест – расход топлива. Моментальный расход топлива в литрах на 100 км. Работает на ходу, например, 14,5 литров на 100 км. Моментальный расход топлива в литрах в час. Удобно смотреть на холостом ходу, например, 1,2 литра в час. Пятый тест – запас хода. Средний расход топлива, на основе которого машина считает запас хода. Текущий запас хода на остатки топлива в баке в километрах. Шестой тест – данные по датчикам уровня топлива. Уровень топлива раздельно по двум половинам бака, левая и правая. Общее количество топлива в баке – сумма двух половин и усредненное значение для показания стрелки на приборке. Седьмой тест – температура и обороты. Самый полезный тест для диагностики. Точная температура охлаждающей жидкости двигателя в градусах Цельсия. Стрелка на приборке стоит строго вертикально в диапазоне от 75 до 115 градусов Цельсия, так что реальный перегрев по стрелке заметить сложно, а здесь видно все до градуса. Температура на улице. Точные текущие обороты двигателя. Цифровой тахометр. Точная текущая скорость автомобиля. Цифровой спидометр. Восьмой тест. Текущая скорость. Девятый тест. Напряжение бортовой сети. Десятый тест. Кодирование по странам. В какой стране был произведен автомобиль. Одиннадцатый тест. Код конфигурации кластера. 12-й тест. Настройки часов и сигналов. 13-й тест. Тест звукового сигнала. Проверка работоспособности встроенного динамика зуммера приборной панели. Издает писк. Гонг. 14-й тест. Ошибки памяти. Показывает сохраненные коды ошибок самой приборной панели, не двигателя. Если ошибок нет, будет написано диаг и обозначение 6 нулей. 15-й тест. Статус портов ввода и вывода. 16-й тест. Не используется. 17-й тест. Специфические данные конфигурации. 18-й тест. Не используется. 19-й тест. Блокировка-разблокировка меню. Тот пункт, который мы использовали в самом начале для снятия защиты. 20-й тест. Коррекция расхода топлива. Позволяет подкорректировать показания бортового компьютера по расходу топлива, если он врет по сравнению с замерами от заправки до заправки. 21 тест. Полный сброс. Reset. Сброс настроек бортового компьютера и приборной панели. Аналог скидывания клемм аккумулятора. Сбиваются часы, дата и суточный пробег. Чтобы выйти из скрытого меню, достаточно просто выключить зажигание. При следующем включении меню снова будет заблокировано. Кроме тестов первого и второго. И процедуру ввода суммы последних 5 цифр VIN номера кузова нужно будет повторить.